Ребятки, hello, как говорится. Сегодня посмотрим с вами кое-что интересное. Место, которое находится вот прямо за нами, несколько интересных фактов. 5000 квадратных метров, фотозона с 3 настоящими спорткарами, Lamborghini, Ferrari и McLaren, а также 2 мотоцикла Ducati в специальном аквариуме. Это еще зачем? Речь идет не о ночном клубе. Речь идет о самом большом в СНГ компьютерном клубе. Что к чему, обзор? Поехали! Ребятки, всегда есть такие, у кого мозг работает немножко иначе. Короче, ближе к делу. Речь идет о компьютерном клубе Coliseum. Эта сеть самая большая в СНГ, а этот клуб самый большой в СНГ тоже. Надо будет поработать над сценарием. Короче, несколько самых интересных фактов конкретно об этом месте. 3 зала для проведения больших турниров. Один из них со стеклянным буткемпом, как на профессиональных турнирах. Более 120 ПК и 75 плоек с экранами диагональю 100 дюймов. Этот клуб превосходит по размерам Йота Арена, а также Винстрайк Арена, которую мы, кстати, с вами смотрели. Введите код 0H. Есть. Да, специальная ссылка внизу, можете посмотреть. И еще один интересный факт о сети клубов Coliseum. 27 ноября 2022 года открылась Coliseum Кудрово. 300-я арена этой сети. То есть в этой сети уже 300 компьютерных клубов по всей стране. И тут многие из вас могут заподозрить, что это какая-то, возможно, реклама. Это не реклама совершенно, ребяшки, потому что, во-первых, у нас до сих пор есть некий скепсис, такой скептический взгляд на тему киберспорта как профессионального спорта. Есть такой, да, без обид. Ну, потому что многие просто не знают меры. Давайте, после вас. Очень тихо, по 2 причинам. Во-первых, времени 2 часа дня, 1:30 даже. Многие в школе, многие в других местах. А во-вторых, это место вот только-только открылось. Многие просто о нем не знают. Да ладно. Еще вниз? Здравствуйте. Очень приятно, Ким. А это у вас настоящая машина? Да, настоящая. Прям настоящая? 100% даже я ездил на ней. А здесь можно покататься? Здесь Ну, когда мы арену открывали... Так, ладно, вешаем микрофон и экскурсия, прогуляемся. Итак, Саша, да? Можно? Да. Привет еще раз. Привет. Значит, серьезно машина настоящая? Да, настоящая машина. Как вы, зачем поставили? Надо ездить на ней. Поставили бы Ну, какой-нибудь на ней муляж. ездил на ней Гусейн Гасанов. Вот, волей судьбы она теперь оказалась в компьютерном клубе. Пару слов о себе. Что здесь делаешь? Я занимаюсь рекламой и маркетингом всей сети Coliseum. Так. У нас 300 клубов по всей стране. То есть, если человек жил в Екатеринбурге, переехал в Питер, и он геймер, он получит те же условия, те же привычные форматы в таком же клубе. Совершенно верно. Я даже больше скажу. У нас есть клубы в очень отдаленных местах России, где можно доехать зимой только на зимники. И у нас всего в месяц 40 турниров и призовой фонд 2 миллиона рублей. Ага. Для любителей. Как бы призовой очень серьезный. И, допустим, открывается клуб в Губкинском, Так. где вечная мерзлота. И местные ребята могут играть в турнирах, конкурировать с геймерами по всей России. Губкинский, где открылся клуб Coliseum. Да. Ребята приходят, они видят призовой 2 миллиона, играют с геймерами по всей стране. Все, они загораются, потому что вот этих крупных турниров любительских не делает никто. Давай прогуляемся. Да. Значит, мы находимся вот ресепшн. А где люди все? Что-то вообще никого нет. Так. А, вот, там есть. Это просто стойка высокая. Это вот так вот. Да. Так вот, школьники приходят и чего не делают? Да, они приходят. Вот так, значит, что ли, стоят? Надо тут ступеньку ставить. Так. Здрасте. Да, то есть вот у нас Вы есть, админ в компьютерном клубе. У вас работа мечты. Так. есть прайс. Так. Можно выбрать, например, 1 час. 20 рублей в час? Но если брать пакеты, брать ночные какие-то пакеты, то получается выгодней. Я в свое время за 30 рублей ходил. В те годы мы играли еще даже не во Frozen Throne, а в Reign of Chaos. Никакой доты, а уж тем более Гарены, тогда еще не существовало. Так, значит, купили билетик. Да. Хотим не, поиграть? Не билетик, как бы у нас есть там логин, пароль, да, у каждого есть свой созданный аккаунт. Да. Он просто спокойно заходит подходит к компьютеру, вводит логин, пароль и все, и играет. Мы находимся в подвале дома.
жилого дома. Насколько я знаю, вообще вот это пространство, оно было заточено под какой-то большой гипермаркет. Что-то там не срослось, здесь открылся компьютерный клуб. У нас было открытие, и мы сюда привезли команду Virtus.pro. Они недавно выиграли самый престижный трофей в мире киберспорта, это мажор в Рио, и первый визит в Россию был сюда. Здесь творилось просто что-то неимоверное. То есть их встречали как рок-звезд, как звезд футбола. А какой у них приз был вот Virtus.pro на соревнованиях? Вы участвовали? Сколько они выиграли? На мажоре самом? Да. $500 000. Самые все-таки денежные соревнования это по Dota International. Там несколько миллионов долларов призовые. Там прошлый был 40 миллионов, в этом там поменьше. Сколько вот рядовой игрок, ну назовем его так, игрок сколько получает в месяц, скажем? Я думаю, что смело один игрок может зарабатывать от 250 до 500 тысяч в месяц. Максимум. Да, если это уже речь о командах уровня Virtus.pro, то выше, выше и выше. Тут еще прибавляются рекламные контракты, поэтому они могут по несколько миллионов зарабатывать в месяц. А по третьим героям проводят соревнования? Именно так и выглядят у нас компьютеры во всех клубах, а у нас 10 тысяч компьютеров таких по всей стране. Так, Скажешь? вы по железу? Да. Как вас зовут? Егор. Егор, очень приятно. Что внутри? По железу здесь стоит i5 9400, Так. видеокарта Почему не i7? Или не i9? i9 у нас дальше там. Чтобы комфортно играть в большинство игр, Так. Dota, CS уж точно, этого железа хватает на 100%. Вот у меня всегда был такой вопрос, но у них там все равно мощнее железо. Да, потому А зачем? что когда уже речь идет о профессиональных играх, либо когда это играют любители, но в финале большого турнира, больше тонкостей, больше зависимости от вот каких-то там микросекунд. То есть вот эти вот истории про время отклика сенсора мыши 0,005 секунд и 0,007, это реально имеет значение? Да, Для профигроков. это имеет значение большое очень. Я даже больше скажу, что многие российские команды стараются базироваться либо в Санкт-Петербурге, Так. либо поближе к Прибалтике. Почему? Потому что ближе к серверам европейским. Типа даже расстояние имеет значение? Вот, да, есть европейский сервер, который там находится где-то в Прибалтике, Да. в Финляндии. Команда профессиональная, которая играет в Москве, Да. и команда профессиональная, которая играет в Санкт-Петербурге. Если Да. одинаковый скилл, то у команды в Петербурге будет преимущество. Офигеть. Еще по железу. Просто понятно. Видеокарта RTX 2060, 16 гигов оперативки. Мониторы здесь у нас стоят 165 Гц, 27 дюймов. Так. Периферия у нас от Asus вся, механические клавиатуры, мышки. Мониторы, время отклика 1 миллисекунда, IPS-матрица везде. То есть это прям вот самая оптимальная конфига. Да, Это VIP-комната. да. Что здесь по железу? Процессоры стоят i7, видеокарты RTX 2080, здесь уже по 32 гигабайта оперативной памяти, мониторы здесь 240 Гц. А свое что-то можно воткнуть туда, если человек придет? Свое у нас вот кабель менеджмент здесь и дополнительные 2 хаба свободные здесь выведены, чтобы для зарядки или еще для чего-то. А если человек придет и начнет там что-нибудь ковырять, тыкать, это такое бывает вообще? Если какое-то программное ПО, там, которое запрещено по регламенту устанавливать, мы это все видим. Все, вообще не подглядывайте, сейчас будет секретный, да? Админский. Вот, это рабочий стол. Здесь у нас лаунчеры установлены, уже в лаунчерах игроки авторизовываются и играют в игры, которые, если какой-то игры нету, они загружают свою игру, то есть время, пока они загружают игру, мы компенсируем. Это бесплатно считается? Да. Неплохо. Вот сюда будем приезжать, обзоры заливать. Надо Игорьку показать, куда ездить. Ладно, давайте пойдем дальше. Здрасте. Здрасте. Как дела? Хорошо. Хорошо у вас дела? Да. А это что за игра? Ребят, можно спросить, сколько вам дали денег на игры? Мне не дали, у меня есть время. Откуда? А вот, Что? скажите, не скажу. Не, ну серьезно. Сколько вам дают, если дают вот на игры поиграть? Мне на школу дают 500 рублей. Я В трачу- день? Да. Так. Я трачу 200 рублей, а 300 в салоне. А что можно на 500 рублей в школе делать? Но это на 2 дня. А, на 2 дня. Да. Понятно. А на еду-то хватает, если... Конечно. Да? Я бесплатно дойду.
Хорошо строится. Ладно, и что вы пьете? Сок добрый? Да. Молодцы. Ладно, не отвлекаем. Так, Это идем. сок. А это кола? Да. Добрый кола. А, вот. А можно посмотреть? Конечно, можно Вот даже она. купить, но не без него. А можно с тобой дружить? Конечно. Это все еще компьютеры идут. Да, это все компьютеры, да. У нас еще есть, мы еще не все компьютеры видели, там еще отдельные комнаты есть. В каждой комнате вот по 5 компьютеров, где мы вот были. И таких комнат тут много. То есть, Сколько вы за электричество платите в месяц? ну, много. У нас 3 зала для проведения турниров. Ага. Это первый зал. И как раз вот у нас в субботу здесь проходили турниры, проходил шоу-матч со стримером, киберспортсменом Досей. Это легенда киберспорта. А вот монитор как не выглядит большим. У нас даже у Игорька на работе монитор вот такой вот, а это что-то какая-то вообще... Если мы играем, подскажешь там по дюймовке, если мы играем в Counter-Strike, Да. то на большом будет некомфортно. По железу у нас здесь стоит топовые видеокарты RTX 3080, а процессоры здесь тоже самые топовые, i9. Так. Мониторы здесь 280 Гц, 24 дюйма, потому что для игры в Counter-Strike в Dota там намного легче, удобнее играть и дает преимущество. Вот это считается крутая мышка для Да. соревнований. Да. Спортсменов не нужны там лишние Да. огоньки. Да. Она идеально, вот рука просто на ней идеально располагается. Если я не ошибаюсь, вот эта мышка стоит около 10 тысяч рублей. Вот эта мышка Да, десяточку стоит. вот эта клавиатура точно, я знаю, 23 тысячи рублей такая стоит. Сколько вообще сетапчик весь вот этот стоит примерно? Есть какое-то примерное понимание? Ну, 1300-400 точно есть. 400к вот сейчас вот один комп вот перед нами, там с креслом Да, совсем, да, с да, ковриком. да. Сколько нужно денег, чтобы собрать нормальный игровой комп? Но я думаю, 50-70. За полтос хватит. можно нормальный комп собрать? Но сейчас цены, да, упали на видеокарты, так как Так. криптовалюта обвалилась, там Так. майнеры все, у них уже, они уже не майнят, у них уже, им Так. уже невыгодно это, цены, соответственно, падают, видеокарты там на 50-60% цены упали. Но если считать и монитор, и мышку, и клавиатуру, и все остальное, вот сколько минимальная цена, с которой стоит заходить в киберспорт на начальном? В киберспорт, ну, минимальная 100 тысяч точно нужно, Соточку надо готовить. чтобы прям с комфортом играть, самый такой минимум. А ты сам играешь? У нас еще А во что? Counter-Strike. Но на профессиональном или так, на любительском? Я любитель. А сколько тебе лет? Мне 20. То есть ты хочешь стать в идеале профессиональным игроком, спортсменом? Да, да. Ну, это моя цель. Я хочу выступать на профессиональных сценах, ну, и Так. играть с профессиональными игроками на их уровне. А ты учишься в школе, в универе? Я закончил колледж. Колледж, так, по специальности, по профессии? Сварщик. Так, ну, сейчас сварщики хорошо получают. Мы с человеком недавно общались, кто освоил там все виды сварки, зарплата по 150, по 200 тысяч рублей. Но у меня вот душа лежит на играх, на киберспорте. Да? Да. Ну, сколько, думаешь, нужно времени, чтобы дойти до такого уровня? Сколько игроки Virtus.pro, сколько им там лет? Самый молодой игрок Virtus.pro, ему 19 лет. А сколько тебе еще нужно, как думаешь, времени, чтобы дойти до примерно того же уровня? Ну, если упорно тренироваться и часто, я думаю, ну, года 2-3, Сколько времени в день ты тратишь на тренировки? В средний день? ну, часов 8 точно есть. 8 часов в день ты играешь. Да, С перерывами хотя бы? с перерывами, конечно. А по ночам или днем? Когда есть свободное время. А среди твоих друзей много вот таких же увлеченных играми? Нет, вообще никого. Серьезно? Из друзей никого. Слушай, вот это интересно. То есть люди хотят работать на других работах. Ну, у них там свои интересы, а Да. у меня вот такие интересы. Круто. Ну, удачи. Спасибо большое. Спасибо, да. У вас какие-то безразмерные просто коридоры здесь. Да, здесь очень, Калории сжигать. очень просторно здесь. Это что такое? Сейчас мы переходим, Так. можно сказать, киберспортивную святых нашего клуба. Так. Это единственные в России стеклянные буткемпы, которые оформлены, Что там вообще происходит? да, оформлены по стандартам больших киберспортивных турниров. То есть, Так. если мы смотрим там, финал мажора или КС, мы видим, что игроки находятся под стеклянными такими вот будками. Люди в зале кричат, болеют. Люди там кричат, да? Да, они, во-первых, они не должны слышать людей. Зрители могут подсказывать, где находится там соперник по карте,
они тоже это не должны слышать. Вот Поэтому, так да, они изолированы. Приходит обычный парень, берет в аренду этот компьютер без проблем, если нет больших турниров, играет, и он себя чувствует, ну, вот одним из этих вот ребят. Да, ну то есть можно здесь посидеть, да, даже поиграть? да. Блин, Можно это пятером клево. прийти, Да. это все по ценам, ну, Компашкой. это как бы в целом все равно, да, это доступно, да, это подороже, чем в других залах, но все равно. И здесь есть пространство для тренера. Тренер здесь ходит, гуляет. Тренер, конечно. Слушай, как Да. тренерами становятся? Это какие-то пенсионеры-геймеры или кто эти люди вообще? Там надо же опытным быть. Конечно, они все геймеры в прошлом. Так. Да, В прошлом это в каком прошлом? Они раньше во что играли? В Дюну там или что? Нет. А если постарше тренер, то, наверное, он там с КС 1.6 начинал. Да, ну вот. Разные судьбы. Да. Кому-то просто интереснее быть тренером. И он понял, что он будет все-таки в эту сторону стремиться. Кто-то не смог стать профессиональным игроком, но при этом есть какие-то вот тренерские амбиции. Да. Тренер с командой весь день с утра до вечера, когда команда готовится к соревнованиям, они живут по формату такого вот интерната, да, что есть какой-то большой дом, где стоит топовое железо. TikTok House. Да, кстати, можно говорить? да, кстати, похоже, да, на TikTok House. Кто тренер у Virtus.pro? Кто этот человек? Ты в курсе? Знаком с ним? Это тренер, который Сколько ему лет там? Да. да, вот с командой Да. с самого начала истории этого клуба. Он прожил с командой от начала и до вершины. А так все-таки чаще, что тренер сегодня в одной команде, завтра в другой. Там, сегодня плохой результат уволили, взяли в другую команду, хороший результат пригласили в более именитую команду. А кто уволил? Там еще большая верхушка над командой. У команды есть, может быть, собственник. А, вот Она так может, даже. да, она может принадлежать просто акционерам. Команда может принадлежать бренду, который выступает под их именем. Если команда претендует на большие достижения, у них должна быть своя база, где не только есть классное железо, но и есть комфортные условия, чтобы там, жить, чтобы отдельные там, комнаты были, есть отдельные даже, кстати, отели для киберспортсменов. Это интересно. Есть люди, которые следят за режимом, этот режим составляют. Есть тренер, у тренера есть помощники, есть аналитики. Может быть один аналитик, может быть 10 аналитиков. Есть маркетолог, пиарщик, директор, бухгалтер, финансист, завхоз, грубо говоря, уже, да, ну, это большая организация, и чем больше команда, тем эта инфраструктура больше. Принципы работают такие же, как и в большом спорте, и самый мощный драйвер — это все-таки зрительский интерес и популярность. Есть зрительский интерес, миллионы людей играют в эти игры, соревнуются, значит, индустрия, она как подпитывается вот этим интересом. Большие турниры, большие призовые, финалы проходят на стадионах, открываются компьютерные клубы, и то, что мы открыли такую большую арену, это тоже мы, скажем так, мы подхватываем вот этот спрос в целом на развитие всего киберспорта и особенно любительского. Пойдемте наверх, поднимемся, посмотрим, как это все выглядит глазами зрителей. А вы тестили кресло, как фанаты тестят эти? Ну, я так скажу, киберспортсмены, они доброжелательны достаточно, у них нет агрессии. В киберспорте как-то не принято, там вот такой вот особый, более такой добрый вайб. Сейчас мы переходим в зону плойка, это отдельный бренд, это консольный стадион. Здесь у нас будут турниры по FIFA, то есть есть вот такие вот кресла, которые похожи на вот скамейку запасных вот на футбольных стадионах. Мягонько. Да, здесь будет экран еще большего размера. Нам специально из Китая везут телевизор 150 дюймов. Мы можем контакты дать. У нас есть еще отдельные VIP-комнаты. Сюда можно Это вот отдельно еще вот это все помещение? Сколько здесь метров? всего, Вот конкретно вот тут. где-то, наверное, 2-2,5 тысячи квадратных Мы просто метров. уже час ходим, а то как-то еще Да всё нам больше еще и больше. тут ходить и ходить. Больше. У нас есть такие комнаты, где можно прийти к компании и круто проводить время. Клево. Смотреть футбол, играть в фифу, танцевать вот на этой дэнс-машине, играть в аэрохоккей. То есть это просто можно какой-то день рождения тут провести у вас? Можно. Да. А аэрохоккей вот это нормальная тема. Здесь Ого. у нас зона симрейсинга. Сколько вы на телеке потратили, а? Ой, много. Ну, здесь у нас
украшение Тачки. Ну. арены, да, чтобы с ними пофотографироваться, поглазеть, посмотреть. То есть это все настоящая действующая техника? Да, Никакие там муляжи. действующая техника, все машины, все мотоциклы полностью на ходу. Вот это Совершенно стоит верно. примерно как вот то. Ну, всю пиццерию стоит открыть, примерно наверное, купить эту машину. Наверное, да. Вот, это лучший вариант. Там красиво, а это вот труп. А бывало такое, что сидят дети, играют, а тут забегают там родители какие-нибудь, мама, папа, и начинают за волосы их отсюда вытаскивать и говорит, сколько можно, ты потратил все деньги. Историю расскажу. У нас проходила акция летом «Самый мощный геймер». Мы определяли, кто за месяц больше всего времени проведет в компьютерных клубах. Мы подводим итоги, да, вот, допустим, в пятницу, да, мы подводим итоги, и мы смотрим, кто лидеры. Так. И мы понимаем, что там 3-4 человека, они лидируют, они проводят где-то по 10 часов в день в компьютерном клубе. Каждый день по 9, по 10 часов. Был случай, когда человек 2,5 суток вообще не выходил из Колизея. И, судя по камерам, он даже от компьютера не отходил. И вот мы понимаем, что есть лидер, который немножко опережает всех остальных. Мы уже сверяем итоги, мы понимаем, что все, он уже где-то на 4-м месте. Мы потом узнали, пришла мама, выкрала его из клуба, запретила ему ходить. И несчастный парень, он лидировал, он мог выиграть 100 тысяч рублей в этой акции. Но он не выиграл, потому что вот мама его украла из клуба и его Ну, можно обогнали. поспорить, хорошо это или плохо, а может быть и да. Но самая движуха у вас во сколько? Вечером, ночью? Вечером, да, на самое популярное время это пятница вечером и суббота весь день. Это вот прям самый-самый То есть это завтра? Да, завтра, да. Так, ну что, мы в целом везде побывали. Вот, главное помещение. О, да. Так, ручки. Это общий туалет, то есть это не VIP. Ну, тоже ничего так, в принципе. Слушай, у вас тут какой-то... Есть еще место для творчества, что называется, да? Сколько бы вы хотели в идеале, вы же, наверное, считали, сколько можно еще открыть компьютерных клубов? Да, мы оценивали рынок, как он растет. Я думаю, что можно в ближайшие 2 года достичь цифры 550-600 клубов. 600 клубов? Да, всего сейчас 2000 компьютерных клубов насчитывается вообще абсолютно всех. Колизеум — это самая большая сеть компьютерных клубов. У нас 303 точки, и у ближайшего конкурента где-то около 150. Здесь происходит тут главная тусовка, потому что если человек просто хочет играть в Counter-Strike, на самом деле несложно купить за 60 тысяч ноутбук и играть. Но здесь все-таки про другое. Сюда приходят компании ребят, друзей, знакомых. По сути, вот как вот, например, мое детство, что меня объединяло со всеми там знакомыми, одноклассниками и прочими, это футбол. Мы приходили на поле, мы играли, мы все друг друга знали, мы все с друг другом дружили. У нас было одно общее увлечение. Сейчас это увлечение, ну как бы футбол сменился на Counter-Strike, на Dota. Поэтому... Но не у всех. Не у всех, да, но это тоже очень массовое явление. То есть это место тусовки. Здесь люди получают эмоции не только от игры, но и от общения. А сколько ты планируешь сегодня провести тут времени, если не секрет? Еще часик? Слушай, ты прям ответственно относишься, да? Не залипаешь тут по ночам? Нет. А можно спросить, как тебя зовут? Рахим. А сколько тебе лет? 11. 11 лет. А друзья твои ходят сюда играть? Конечно. Прям Я же не один прихожу. Хорошо. А какие игры любимые? Ну вы просто играете или хотите вот стать со временем, кто-то из вас хочет стать спортсменом? Прям киберспортсменом? Да. Потому что можно играть, или потому что можно много зарабатывать, или потому что тебе тусовка нравится? Зарабатывать. То есть там хорошие зарплаты? Да. Ну, удачи тебе. Спасибо. Все, не отвлекаем. Ну что, спасибо тебе. Спасибо большое, Ким. Классный рассказ. Наконец-то мы приехали к вам, посмотрели. Видимо, пока мы тут снимали, еще пару клубов у вас открылось. Ну, возможно, да. Ну, Спасибо большое. Еще раз сказать важный дисклеймер. Во-первых, это не реклама. Во-вторых, мы ничего не, так сказать, не рекламируем и не призываем вот ходить сюда, играть и становиться киберспортсменом, потому что любой спорт – это любой спорт. Да, как в любом большом спорте популярном, конечно же, есть разочарование, потому что не могут все добиться тех целей, которые ставят. Но сейчас очень развито обучение, допустим, профессиям в киберспорте, это и менеджмент, и маркетинг, и те же самые тренеры. Поэтому если стремиться, если действительно поставить себе цель,
то действительно высокий шанс, что, может быть, он не обязательно будет киберспортсменом, но он будет в этой индустрии. Ну, суть в том, что везде есть свои нюансы, везде есть свои проблемы и даже травмы. Стоит об этом понимать. И в киберспорте тем более. Но тем не менее, тема интересная. Спасибо еще раз. Спасибо большое. Увидимся. Пока.